И всем салют, вы на канале Где Маклюшка Чувак. Пожалуй, на данный момент в НХЛ есть два самых ненавистных игрока, причем сразу и среди зрителей, и среди хоккеистов. Зато для блогеров, СМИ это всегда повод сделать контент. Вот и мы на фоне последних новостей решили записать видео на эту тему. Герой сегодняшнего ролика — Том Вилсон. Том Вилсон родился 29 марта 1994 года в Торонто, Канада. Он был выбран Вашингтоном под 16 номером на драфте НХЛ 2012. Свои первые хоккейные годы Вилсон провел в Онтарио, а путь в профессиональный хоккей получил, играя за Южную Каролину в лиге EACHL. В 2013 году он дебютировал за Capitals и быстро привлек внимание своей агрессивной игрой и физической мощью. Вилсон стал известен как игрок, обладающий силой, мастерски управляющий своей физической мощью и способный создавать преимущества для своей команды на льду. В то же время он развивал свои атакующие навыки, становляясь все более важным звеном в атаке Вашингтона. Кроме того, Вилсон известен своими вкладами в общественные и благотворительные фонды в Вашингтоне и в других местах. Он активно участвует в благотворительных проектах, посвященных помощи детям и молодежи. И перед тем, как перейти, так сказать, к темной стороне Тома Вилсона, хочется рассказать именно об этом. Том Вилсон делает пожертвования в хоккейную программу Fort Dupont Cannons и фонд взаимопомощи East of the River. Да, эти фонды, возможно, немного неприятны русскому уху с традиционными ценностями, но я все-таки расскажу, чем они занимаются. Главное же желание Тома помогать людям. Например, Fort Dupont – старейшая хоккейная программа для меньшинств в Соединенных Штатах, а фонд взаимопомощи East of the River – это фонд, созданный Black Lives Matter, откуда деньги идут на покупку питания нуждающимся людям. Ну а теперь о том, чего ждали многие, самые вызывающие поступки Тома Вилсона. Начнем с симуляции. За этим Том был замечен всего несколько раз, но все же. В марте 2015 года Вилсон был оштрафован на $2000 за симуляцию в матче против Миннесоты Уайлд. Ранее игрок уже получал предупреждение от департамента по хоккейным операциям НХЛ после аналогичного инцидента в игре против Торонто. Что у нас тут еще? Постоянные драки, нескончаемые силовые, правда сказать, многие из них чистые, но далеко не обязательные. Именно в этом весь Том Вилсон. Пробежимся по самым ярким его выходкам. Мне очень запомнился эпизод с нашими парнями Павлом Бучневичем и Артемием Панариным. Когда они еще вместе играли за Рейнджерс, довелось им встретиться с Вашингтоном Тома Вилсона. 43-й номер столичных бил лежащего Павла Бучневича, хватал за волосы и швырял на лед Артемия Панарина, а после, довольный собой, смеялся и позировал в штрафном боксе. Провокатор дважды атаковал Панарина, а до этого набросился на беззащитного Бучневича, лежавшего на льду, и нанес ему подлый удар. Далее у нас в исполнении Тома грязный хит в голову Брэндона Карла. Тут был, кстати, очередной косяк судей, это тянуло как минимум на 5+20, но после дисквал он, конечно, получил, да на целых 7 матчей. Далее предлагаю посмотреть на вчерашнюю выходку нападающего Вашингтона. Вилсон ударил клюшкой в лицо Ноа Грегора в матче против Торонто. Кто-то скажет, включая самого Тома, что это вышло случайно, но в это уже никто не поверит. Когда ты заработал такую довольно неприятную популярность, твои отговорки уже никому не интересны. Да и не выглядит это как случайный удар. Вот сами посмотрите на это. Это 6-й раз, когда Вилсон дисквалифицирован с 2017 года, и первый с тех пор, как он был дисквалифицирован на 7 игр после удара по Брэндону Карла, про которого мы только что говорили. Он также был оштрафован трижды за грубую игру в 2021 году, удар коленом в 2016 и симуляцию в 2015. В 2020 году один американский портал проводил опрос среди хоккеистов, кто же является самым грязным игроком НХЛ. В этом опросе мы наконец-то и должны были узнать, кто же самый ненавистный игрок НХЛ, Том Вилсон или все-таки Брэд Маршант. В том опросе все-таки Брэд Маршант занял первое место, а вторым стал как раз герой нашего видеоролика Том Вилсон. Том в последнее время пытался исправиться, и возможно, если бы опрос проводился повторно, Том не занял бы второе место. Несмотря на то, что Вилсон начал новую жизнь, он по-прежнему остается изгоем среди своих собратьев в НХЛ. Вот как выражался один из хоккеистов Тихоокеанского дивизиона. Анонимно.
Несмотря на то, что Вилсон начал новую жизнь, он по-прежнему остается изгоем среди своих собратьев в НХЛ. Он совершает глупые поступки. Но, по крайней мере, он может играть в игру. Он ходит по лезвию и очень эффективен для своей команды. Почему же он все-таки еще играет? Его не выгнали из Вашингтона за такую дерзкую и неприятную игру, а тень от него ложится на всю структуру клуба. Так и он хорош в хоккейном плане. Но обратите внимание, что все 4 из 5 теперь главных выходов в карьере Вилсона случились в течение одного года, 3 из них в матчах с Сент-Луисом. Вот что об этом говорил сам Том. У меня был год или около того, когда казалось, что многое пошло не так. Я слишком был горячий и получил несколько дисквалификаций. Это был эффект снежного кома. Казалось, канадец смог остановиться и изменить свою игру. Он осознал, каким последствиям могут привести его габариты. Это 193 сантиметра и 95 килограмм. Вкупе со скоростью стал гораздо аккуратнее. Также он отказался от предсезонных матчей против Сент-Луиса. Еще одно доказательство того, что нападающий решил встать на путь исправления. Вот только имидж грязного хоккеиста от него никуда не делся. Тем более зарабатывал его Вилсон не один год. Можно вспомнить розыгрыш Кубка Стэнли 2015 года и хит Тома на Любомире Вишневске. Этот силовой по сути закончил НХЛовскую карьеру словака. Он отправился встречать пенсию в Слован. Но в команде Тома по-прежнему очень ценили. Да, я думаю, большинство игроков, кто назвал его самым неприятным игроком лиги, не отказались бы от такого в своей команде. Вот и Барри Троц, тренер Вашингтона в сезоне 2017-18 перевел Вилсона в первое звено, в котором он стал играть на правом краю вместе с Александром Овечкиным и Евгением Кузнецовым. В регулярном чемпионате Том набрал рекордные для себя 35 очков и показатель полезности плюс 10, а в плей-офф набрал вообще 15 очков и вместе с Вашингтоном завоевал долгожданный Кубок Стэнли. 27 июля 2018 года Вилсон подписал 6-летний контракт с Capitals на общую сумму в $31 миллион. Наконец предлагает перейти к статистике Тома в НХЛ. Он сыграл 746 матчей, забросил 145 шайб и отдал 182 голевых передачи. Показатель полезности плюс 11 по всем сезонам, но в прошлом он был минус 20, а в позапрошлом минус 13. Но это скорее всего связано именно с плохой игрой самого клуба, а не лично Тома. Количество силовых на самом деле не внушает какого-то страха, в среднем это 2-3 за матч, а вот 1419 минут штрафа это уже серьезно. Получается почти в аккурат одно двухминутное удаление на каждый матч. Например, у Радка Дугаса, лидера по силовым 2020 года во всей НХЛ, за всю карьеру сыграно столько же матчей, но у него на 500 минут штрафа меньше. И несмотря на это, Вашик совсем недавно подписал 7-летний контракт с Томом на $45 миллионов. Вилсон сделал слишком многое, чтобы его ненавидели десятки хоккеистов Национальной хоккейной лиги. Изменить их мнение о Тома будет очень сложно, как бы он ни старался, тем более полностью убить в себе хулигана у него пока получается не очень. Чего только стоит его недавняя выходка. Вот таким получился наш видеоролик про Тома Вилсона. Как вам? Пишите свое мнение в комментариях, подписывайтесь на канал в Ютубе и в Телеграме, ссылка в описании. Спасибо за просмотр и всем больше хоккея. Но это их выбор, и я не могу на них их осуждать. Ну хотя осуждаю.